И вот первые дни после окончания этой странной истории с ковидом. Это недалеко от Лекко, озеро Горлате, с небольшим городским пляжем, с яхт-клубом. Вдали видны горы, где находится город Лекко. Вот такое красивое озеро. Очень любимая зона теми, кто живет поблизости, в горах. Далеко идти не надо, уже есть пляж. Вода, но в общем-то купаться здесь, конечно, не рекомендуется, поскольку здесь есть сточные воды городские, поэтому, в общем-то, лучше не купаться. Но позагорать здесь замечательно, конечно. На другой стороне находятся кемпинги в Пескате, где можно остановиться с палаткой и обосноваться как зона даже выезда в Милан, поскольку здесь железная дорога вот здесь в 100 метрах отсюда, остановка в Колольцо-Корте, километр отсюда. Поэтому можно спокойно ездить в Милан. То есть жить здесь в палатке, отдыхать на озере и утром уезжать в Милан, вечером возвращаться при нужде, когда хочется. А все время проводить здесь. Здесь, конечно, жилье стоит меньше, чем на озере Комо, поскольку там более популярная международная зона, а это зона местная, для местных жителей. Вот, поэтому, в общем, конечно, можно здесь спокойно остановиться и отдыхать. Там вот немного вот вдали, на этой стороне озера, виден другой кемпинг, который называется Рива Белла. Тоже очень хороший. Там можно останавливаться. Там это зона Лекко. Спускается к озеру Комо. Такие сероватые горы на горизонте. И за этими горами находится Швейцария. Здесь Швейцария очень недалеко. Значит, это озеро Горлате. Вот тут птички интересные водятся. Здесь вообще это натуральный заповедник. Здесь очень много разных птиц. Останавливается, особенно зимой, можно их видеть. Вот. Зона лебедей, очень много лебедей разводится, так сказать, самостоятельным образом. То есть очень-очень красиво. Вот там видно зона напротив Колольцо-Корте. Все замечательно. А вот на горизонте виден другой кемпинг, о котором я уже говорила раньше. Он называется Рива Белла. Это уже кемпинг города Лекко на озере Горлате, вблизи от Лекко. Поэтому многие, кто останавливается в этом кемпинге, они потом совершают экскурсии в город Лекко для покупок, для вечерних представлений, сходить в театр. Также можно взять поезд и съездить в Милан, всего час езды на поезде, практически как на метро в Москве, да? Даже ближе. Потому что на метро в Москве можно ехать и 4 часа и не добраться. А здесь всего час, и вы уже в центре Милана. На станции Порто Гарибальди или станция Милано Централе. Вот такой красивый вид.
Сегодня очень много народа. Все выбежали подышать свежим воздухом. А вот еще раз вид на кемпинг Рива Белла, на побережную часть кемпинга. С другой стороны только. Сегодня действительно очень замечательный солнечный день. И очень приятно быть на воздухе, на берегу озера. Замечательно. Очень много народа сегодня. Рядом здесь проходит дорога. Вот другая часть. То есть то же самое озеро Гарлате. И вот на другой стороне уже Пескаты. Это такой городок. Там есть кемпинги. Сегодня очень большое количество мотоскафов, яхт, моторных лодок на озере. Люди вовсю отдыхают. Я уже не помню, когда видел такое количество лодок на озере Гарлата в один день. Обычно все лодки находятся на озеро Комова, идут. Но здесь тоже очень большая зона навигации. Видите, сколько их сразу одновременно движется. Очень-очень много. Пейзаж, конечно, очень красивый здесь. Очень все здорово. Все благоустроено. И с другой стороны озера тоже есть очень длинная городская тропа. Городской бульвар такой. Вот, 2-3-метровый. По которому можно прекрасно прогуляться. Кроме того, от Лекко до Милано существует велосипедная зона. И на велосипедах можно добраться до Милана по лесной части парка, северного парка, называется Парко Норд, северный парк, зоны поблизости от Милана. Очень все красиво. Вот это зона прогулок жителей Лекко. Аллея длиной где-то в 10 километров от Лекко до Колольция и Ольтера. Беспрерывная. То есть можно постоянно вот по такой аллее гулять. День, конечно, сегодня бесподобный. Очень красиво. Еще все очень свеже. Луг такой. Вода блестит. Очень-очень красиво.